My name's Coffin. Coffee, black, and stacked, and packed with fury. With both barrels zeroed in on the mob's top killers. This is the end of your rotten life, you dope pusher. Слыша слово Blaxploitation, кофе — это первое, что мне приходит на ум. Именно кофе вел на тот момент 24-летний Пэм Гриер в статус знаменитости и звезды. Правда, после последующих вполне себе хороших Грейнхаус проектов она лишь отличилась у Квентина Тарантино в фильме «Джеки Браун» в виде отсылки к другой роли в фильме «Фокси Браун». Сюжет фильма крайне незамысловат. Молодая чернокожая девушка, у которой младшую сестру подсадили на наркотики, решает мстить, встречая на своем пути много колоритных героев. Могу поспорить, вы уже 1000 раз видели подобный сценарий, так чем же отличается кофе от всего остального? Я это и попробую рассказать. Фильм начинается с того, что некий черный парень подозрительной наружности приходит в клуб к большому боссу и предлагает ему проститутку. Босс у нас большой, и он поначалу отказывается от очередной жрицы спермы. Но парниша его все же уговаривает. В моей машине? Ты хочешь сказать, что какая-то грязная шлюха сидит в моей машине? Говоришь, делает все, что угодно? Она сама мне так сказала. По приезде в дом босс сразу же начинает к ней лезть, а парниша на кухне собирается бороться с героином. Девушка просит выключить свет и... Вот и пришел конец твоей гнусной жизни, наркоторговец паршивый. Surprise, motherfucker! После она зажимает наркомана в ванной, и мы узнаем, что нашу проститутку зовут Коффин, а ее сестру Лабель подсадили на наркотики наркодилеры. Она вводит ему смертельную дозу героина. Далее мы узнаем, что Коффин не маргинал какой-нибудь, а работает в больнице в хирургическом отделении. В это время в больницу приходят двое полицейских, которые пытаются что-то узнать о тех самых убитых. Это мой новый помощник, Картер Браун. Картер, доктор Бреннан. Здравствуйте, доктор. Рад познакомиться. Полицейский Картер обращает внимание на Кофи, которая пьет кофе за столом, и мы узнаем, что Картер бывший пациент Кофи, с которым они хорошо сдружились. Он рассказывает ей, что некого босса убил его подчиненный, после чего ввел себе смертельную дозу героина. Картер же хочет докопаться до истины и не верит в данную теорию. Теорию. Ты нигер. Я ненавижу вас, черных ублюдков. Вы воняете. Я ненавижу твою черную кожу. Ненавижу твой черный хер. Я ненавижу черный перец. Кофе будешь? Да, черный, пожалуйста. Картер питает чувства к нашей героине, но она занята неким политиком, поэтому Картеру удается лишь напроситься с ней съездить к ее сестре-наркоманке. Навестив ее, Коффи рассказывает свою историю Картеру, где Лабель, ее сестра, покупала наркотики на ее деньги, которые она отправляла на оплату учебы сестры в школе. Подвезя подругу домой, ее встречает лимузин политика, которому наш добропорядочный черный полицейский ревнует. Она едет к нему в ресторан, где политик выпендривается тем, что он станет новым конгрессменом. Конгрессмен? Ты сошел с ума? Нет, просто меня выдвигают в Конгресс. Между прочим, я еще никогда не спала с конгрессменом. Ну, черномазый нигер, сейчас я тебя трахну так, что яйца у тебя сменять буду. После каитуса Коффи отправляется на работу, где на стоянке встречает Картер. Он уговаривает заглянуть к ней на чашку кофе, где ему звонит его напарник. Мы узнаем, что напарник куплен неким мафиози по имени Витрони, который пытается прибрать к рукам наркобизнес и сутенеров. Но Картер не передает свой блестящий полицейский жетон. В этот же момент в дом врываются двое в масках и жестоко избивают Картера, после чего попадает и Коффи. Картер оказывается в реанимации с сильным сотрясением, и Коффи обещает отомстить.
Она направляется к знакомой наркоманке и проститутке Присцилле, у которой узнает координаты местного наркобарона и сутенера короля Джорджа. Он в свою очередь на постоянной основе дает в аренду своих девушек в тому самому Витроне. Любит иностранок, девушек с экзотической внешностью. Но по-настоящему его возбуждает одно. Когда ты ползаешь у его ног, а он осыпает тебя бранью и плюет на тебя. Далее Кофи расспрашивает Присциллу про тайник с наркотиками. И после чего моментально связывается с королем Джорджем и устраивается к нему в бордель. Там объявляется элитная проститутка и любовница короля в этом лице, у которой сразу же возникает неприязнь к Кофи. Пожалуй, надо включить вентилятор. Температура явно поднимается. На следующий день Джордж объявляет банкет, куда приглашает и самого Витрони. Король знакомит Кофи с Витрони, но в этот момент любовница Джорджа опрокидывает бокалы с вином на Кофи. Тут у нее появляется хороший шанс найти тайник Джорджа, и она меняет героин на сахар. Далее она засовывает лезвие в свою шевелюру. Идею с бритвенными лезвиями в волосах дала, кстати, сама Пэм Гриер Джеку Хиллу. И режиссеру настолько понравилось, что он сразу вписал этот момент в сценарий. Кофи провоцирует драку и раздает люлей проституткам и режет руки любимицы босса. Витрони это нравится, и он приглашает Кофи к себе. Обожаю дикарок. Пришли мне ее, Джордж. Сегодня же вечером. На пол. Там твое место, черномазая шлюха. Господи. Она пытается провернуть тот же трюк, что и в прошлый раз, но ее ловит телохранитель Витрони. Она говорит, что выполняет заказ на убийство от короля. Ей верят, и короля Джорджа убивают, прокатив тело по дороге, привязанной к машине. Кофи в это время держит в каком-то сарае во дворе у Витрони, а к самому Витрони приезжает наш старый знакомый политик. И мы узнаем, что они работают в единой команде. Вот это поворот! Кофи приводят в дом, и политик проявляет свою настоящую сущность в отношении к ней. Отвезите и убейте ее. Бандиты садят Кофи в машину и увозят под мост, накачивают ее сахаром, который они украли у короля Джорджа, и, имитируя кайф, Кофи соблазняет Лысого и закалывает его заколкой. За ней устраивает погоню продажный коп. Беги, сука, беги! Она разбивает его машину, кидая камень в лобовое стекло. Далее Кофи ворует дробовик, ворует машину и едет прямиком к белым мазафакам. Черт. Ну же, вылезай. Иди сюда. Я не буду стрелять. Пожалуйста, не стреляй. Я заплачу тебе $1 миллион. Сколько захочешь. Ладно, я возьму $1 миллион и убивать тебя не буду. Мне нужен не ты, а твой друг Брансвик. Где он? Уехал в свой дом на берегу. Я знаю, где это. Спасибо. Она приезжает в дом политику, где идет финальная беседа в духе «Убить Билла 2», и увидев другую девушку, она стреливает ему его черный хер. Далее бросает оружие и уходит в закат. Фильм одновременно прост и поражает своей глубиной проработки, в частности персонажей. В фильме все отлично выделяется и даже запоминается, в отличие от других блэксплойтейшн фильмов, где даже в процессе просмотра забываешь, кто есть кто и как кого зовут.
Расист! Расист! Сид Хейк отлично сыграла жестокого злодея. У Пэм Грир это вообще лучшая роль в ее биографии. Ее героиня полна сюрпризов, способна и в наркоманку перевоплотиться, и в проститутку. Очень изощренно в своих методах достижения цели. В общем, героиня вышла отличной, очень крутой и отмороженной. Музыку писал джазовый исполнитель Рой Айерс. Саундтрек выпустили аж на виниле, и ее до сих пор можно найти в коллекционеров на eBay. Фильм беспощаден к своим персонажам. Отлично прописанный герой и злодей моментально вычеркиваются из сценария. Толком не успев появиться, но успев раскрыть свой характер. Честный коп или самый первый гангстер, к примеру. Иногда возникает ощущение, что фильму не хватает хронометража до 2 часов, но фильму это пошло бы не в пользу, ведь главное в нем это динамика. Бешеная энергия и динамика, которая задает ритм фильму с самого начала, словно сцена в кафе в фильме «Криминальное чтиво». И кофе держит эту планку в течение 1,5 часов. Кстати, фильм был снят всего за 18 дней. Фильм является настоящей классикой не просто Грайндхауса, а современного кино.